Здравствуйте, господа! В этом выпуске поговорим о турбокомпрессоре на автомобилях BMW. В частности, наверное, ко всем турбокомпрессорам это относится. Для краткости будем называть турбиной. Все так называют, поэтому и мы тоже будем называть. Основные признаки неисправности турбины. Резко начинается расход масла. Прямо резко увеличивается. Наверное, даже литр на 500 километров это не предел. Может быть и больше. Соответственно, дым сгоревшего масла из выхлопного тракта. Свист или посторонние звуки при работе турбины на оборотах тоже говорит о неисправности турбокомпрессора. Ну и, наверное, последний признак неисправности турбины — это пропадает тяга. Пропадает тяга именно на оборотах, когда включается турбина. Все современные моторы имеют турбину. Старые моторы мы не берем, уже такие как М54. Они уже старые, поэтому надежные, турбины там нет. Значит, показываю на примере своей турбины, что здесь произошло. Вот крыльчатка, так называемая холодная часть турбины. Какой-то посторонний предмет из спускного тракта попал на крыльчатку. Вот, не знаю, там оттуда видно камера или нет, но мы переставим, потом покажем. Соответственно, появился люфт на валу. Не знаю, видно будет, не видно. Вот, видно. Турбина зашумела. Начался свист. Свист на оборотах в районе 2000. И потом резко увеличился расход масла. Прямо резко. Примерно, в моем случае, литр на, наверное, 300 километров. Вот так вот. Сразу же обратили внимание, турбину будем ремонтировать. По поводу ремонта турбин. Ремонтируют очень много, хорошо ремонтируют очень мало. Я про Москву говорю, не знаю, как в вашем регионе. Меняют вот этот вот, называется картридж. Вот этот вот картридж турбины. Турбины фирмы Garrett на BMW в основном ставятся. Есть другие, конечно, но Garrett основная. Меняется картридж на китайский, у многих фирм. Хватает его ненадолго, потому что картридж стоит дешево, соответственно, ремонт турбины стоит дешево. Чтобы люди ищут бэушные турбины, либо оставляют оригинальный картридж, меняют только втулки. Какой способ ремонта выберете вы, я не знаю. Я, наверное, буду менять картридж в сборе, потому что здесь его оставить уже невозможно, потому что повреждены лопасти. Сейчас переставим камеру, покажем вам, как повреждены. Вот покажем вам сейчас люфт вал турбины. Вот я попробую с другой стороны ее покачать, наверное, видно. Вот так болтаться он не должен. Вот поверну лопасти, чтобы вы видели, что они повреждены каким-то предметом, каким неизвестно. Как вариант, может быть, какими-то камушками, которые летели во впускной тракт. Неизвестно, когда это произошло. У меня либо у предыдущего хозяина, но факт остается фактом. Такой картридж оставлять нельзя. Вот он работает со свистом, масло жрет. Турбину в ремонт.